В эфире информационная сводка. Сербия может прекратить экспорт оружия. Президент Сербии объявил, что на следующей неделе подпишет решение о запрете экспорта любого оружия, боеприпасов, потому что в национальные интересы Сербии входит защита от возможной агрессии. При этом он отметил, что страна не готовится к войне. США уже на этой неделе могут принять решение о поставках Украине кассетных боеприпасов. Это утверждает CBS News со ссылкой на источники. Таким образом, Киеву хотят помочь с высоким спросом на боеприпасы в условиях наступления, которое продвигается медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщил телеканал CBS News. Александр Лукашенко подтвердил перемещение в Беларусь ядерных боеголовок, и это было сделано не по земле. Что касается применения, то Беларусь не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия. Оно предназначено исключительно в оборонительных целях. Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены, добавил Лукашенко. ФСБ России совместно со Следственным комитетом Тюменской области раскрыли подготовку теракта. Гражданин России намеревался взорвать ТЭК по заданию Украины. При задержании он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Согласно сообщению Следственного комитета, житель Тюмени являлся сторонником радикальных взглядов и разделял идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения. Бывшие американские чиновники провели секретные переговоры по Украине с близкими к Кремлю лицами. Как сообщает издание NBC News, целью переговоров было прекращение конфликта на Украине. Участники встречи не оглашаются. Предположительно, в переговорах участвовал глава МИД Российской Федерации, несколько приближенных к Кремлю лиц, а также бывшие американские чиновники и эксперты. На повестке встречи были вопросы о судьбе освобожденных территорий, а также поиск дипломатического решения конфликта, которое было бы приемлемым для обеих сторон. Переговоры проходили на фоне стремления Запада подтолкнуть Москву и Киев к мирным переговорам после завершения контрнаступления. Власти Финляндии ужесточают правила въезда в страну для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. В частности, бизнесмены смогут пересечь финскую границу, но перебраться транзитом в другие страны шенгенской зоны им уже не дадут. Владельцы недвижимости должны будут объяснить, зачем нужно их личное присутствие в Финляндии. Что касается абитуриентов, то их допустят только до определенных программ, которые предполагают получение стипендии. Финские чиновники уточнили, что ограничение вступит в силу с 10 июля. Об этом пишет агентство ТАСС. Ранее Хельсинки объявили о высылке 9 российских дипломатов. Их обвинили в разведывательной деятельности. В ответ Россия закрыла генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге и выслала также 9 финских дипломатов.